Параллельно с тем, что мы обсуждали новости по новому сезону, новому обновлению в eFootball 2024, как-то мимо нас прошли небольшие новости, которые касаются eFootball 2025, потому что новое обновление дает некоторую ясность в отношении некоторых команд, их будущего в самой eFootball, лицензионного присутствия и в целом на что рассчитывают Konami. Поэтому сегодня мы обсудим команды, которые, скорее всего, в eFootball 2025 уже не увидим, и остальные подробности, которые касаются обновления до 25-й части. Не забывайте про привычную активность под этим роликом в виде лайков и комментариев, ну а мы начинаем. Мейкер Durandal PES сообщил, что после обновления до версии 3.6.0 в игре появились новые файлы, а в частности изображения для фейковых команд, и как вы можете догадаться, исходя из их внешнего вида, да и в целом, скажем так, дизайна, эти самые фейковые команды — это Рома, Наполи и, что самое интересное, Монца. То есть, судя по всему, 3 итальянских клуба в eFootball 2025 мы по итогу потеряем. И в целом, кто бы что ни думал касаемо сотрудничества этих команд с Konami и в целом их какое-либо взаимодействие, несмотря на то, что его было не так уж и много, эти две команды, за исключением Монцы, в серии PES были достаточно давно, и по сути из части в части они всегда были представлены в лицензионном виде. То есть Рома появлялась в играх Konami где-то еще с 3-й части, в то время как Наполи где-то с PES 2009, если я все правильно помню. И вот только сейчас в рамках eFootball к 2024 году Konami теряет лицензию на эти две команды. Ну а что касаемо Монцы, в принципе, сотрудничество с ними началось в рамках eFootball непосредственно, и в рамках eFootball оно и заканчивается. В принципе, от потери этой команды мы, скорее всего, ничего не потеряем, за исключением их отсканированного стадиона, потому что он действительно получился неплохим, там очень даже интересно играть в вечернее время суток. Но, к нашему с вами сожалению, вместе с Ромой и Наполи, их фейковый значок также был обнаружен в игре. Помимо этого, Konami также загрузили будущие изображения фейковых форм, ну то есть вот эти вот значки при выборе форм, и там также были обнаружены фейковые комплекты Ромы и Наполи. Может быть, Наполи не было, точно не помню, но конкретно я запомнил, что Рома там фейковая точно присутствовала. Параллельно с этим Durandal PES также сообщает, что Konami потихоньку собираются возвращать еще одни фейковые стадионы, которые некогда были в серии PES, но по каким-то причинам сразу до eFootball не доехали. Эти самые стадионы вы наблюдаете на своих экранах. В принципе, они должны быть вам знакомы, если вы играли в предыдущей части PES, а не только начали с eFootball. И в принципе, фейковые стадионы тоже неплохо, хоть какое-то разнообразие. И также Мейкер поделился своими прогнозами, исходя из того, что ему удается находить в файлах игры. В целом, как он видит, по своему мнению, планы Konami на будущее. И согласно его предположениям Durandal PES, с обновлением до 25-й части появятся какие-то новые функции в Dream Team, которые связаны с прокачкой и тренировкой футболистов. На старте, к сожалению, Мастер-лиги не планируется, хотя это не подтверждено, поэтому вполне еще возможно все. Ну и те самые утерянные лицензии, о которых мы говорили, плюс появление новых фейковых стадионов. Таким образом, подтверждаются предыдущие слухи, о которых мы также рассуждали, о которых заявлял Ренан Гальвани, а в частности о смене политики Konami по отношению к лицензиям. Уже потихоньку мы ее наблюдаем в действии, и нас, скажем так, ожидает потеря пары-тройки клубов. Возможно, кроме Наполи, Ромы и Монца появится кто-то еще, но пока что конкретики нет. Будем надеяться, что за этим последует новое соглашение с футболистами, потому что потихоньку появляются новые лица, наподобие того же Верона, Платини, который мы, судя по всему, увидим в 7-м сезоне, и надеемся, что в 25-й части таких персонажей станет намного и намного больше. Ну а ваше же мнение, дорогие друзья, я буду рад узнать в комментариях под этим роликом, что вы думаете на этот счет. Повторю вопрос из того самого ролика: согласны ли вы потерять лицензии на пару-тройку команд, чтобы в игре появились условные Зидан, Роналдо и остальные ребята, которых мы так давно ждем. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, чтобы помочь ему с продвижением, ну и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Я же благодарю всех за просмотр и вашу проявленную активность. Услышимся в следующих видео.